Российская армия замедлила свое наступление в районе Авдеевки. Киев тем временем готовит ответ войскам оккупантов. В эфире «Нехта» самые важные и интересные новости к этому часу. Солдаты НАТО уже в Украине. Лидеры каких стран отправили своих военных для помощи Киеву? И я хотел бы поблагодарить амбассадоров тех стран, которые пошли на этот риск. Москва и Киев обменялись массированными атаками дронов. В Украине повреждены электролинии, в России нефтебазы. Было нанесено удары по нефтебазам, российским нефтеперерабатывающим заводам больше чем 10 раз. Кто же должен капитулировать? Что стоит за заявлениями Папы Римского о переговорах между Украиной и Россией, а также поднятием белого флага? Я считаю, что сильнее тот, кто видит ситуацию, кто думает о народе, кто имеет смелость поднять белый флаг, чтобы вести переговоры. Дорогие зрители, для нас крайне важна активность и интерес каждого из вас. Лайки, комментарии, подписки и репосты помогают нашим видео оставаться в тренде, а вы и сотни тысяч других пользователей всегда в курсе актуальных и важных событий. Именно о них сейчас и расскажем. Украина и Россия оказались под ударом дронов. В воздушных силах Украины сообщают, что это уже третья массированная атака лишь за первые 10 дней марта. Длилась она практически 5 часов. Запустили оккупанты 39 дронов из Крыма и Приморско-Ахтарска. Украинское ПВО сбило 35 из них. Есть сообщения о повреждениях промышленного предприятия в Одесской области, а также линии электропередач в Николаевской области. А вот в России, например, произошел пожар на магистральном газопроводе в Ханты-Мансийском автономном округе. Взрыв произошел недалеко от поселка Лыхма. Это, кстати, уже второй пожар в этой же точке на карте. Впервые пылало в мае 2023 года. В данном случае нет сообщения об атаке БПЛА или же, в принципе, диверсии. Российские пропагандисты назвали это событие прорывом. Другой прорыв произошел в Курской области. Там хваленная российская ПВО внезапно не смогла справиться с тем, что летело над областью. В Курске работает ПВО. Украинский беспилотник упал и загорелся на территории нефтебазы. На месте происшествия работают пожарные команды и оперативные службы. Еще несколько дронов атаковали Белгородскую область. Местный губернатор сообщил, что в селе Дроновка 4 дронами атакован инфраструктурный объект связи. А в городе Строитель, где расположен ООО «Белгородский НПЗ», тоже было падение и детонация дронов. Мы видим только за последние месяцы было нанесено удары по нефтебазам, российским нефтеперерабатывающим заводам больше чем 10 раз. И недавно Россия приняла решение об ограничении экспорта нефтепродуктов, потому что необходимо проводить собственную посевную кампанию. Сейчас весной увеличивается спрос на нефтепродукты, а вот эти удары по инфраструктуре нефтяной, нефтеперерабатывающей в России, они в значительной мере подрывают возможности России и не только проводить сельскохозяйственные работы, но также и влияют на то, что Россия оказывается с серьезными проблемами поставки топливных материалов на фронт для продолжения войны. Россия замедляет свое наступление вокруг Авдеевки, пишет The New York Times. После быстрого продвижения российские войска застопорились в районе ближайших 3 населенных пунктов, считают авторы публикации. Они выделяют несколько причин таким событиям. В частности, дальнейшему продвижению мешает рельеф местности, он просто не позволяет наступать. Второй фактор – это истощение российских сил. И третий – украинская армия направила значительные силы на оборону этого района. За последние 10 лет, судя по картам из открытых источников, Москва захватила всего чуть более 2,5 квадратных километров территорий. Российские солдаты сейчас находятся в окрестностях населенных пунктов Бердычи, Орловка и Тоненькая. Войска Кремля, похоже, пытаются продвинуться вперед, используя небольшие штурмовые группы пехоты. Но эти группы уничтожаются на относительно открытой местности к западу от Авдеевки. Армия Кремля тем временем использует на линии фронта химическое оружие. Об этом неоднократно говорили в Генштабе ВСУ.
Лишь с начала 2024 года зафиксированы несколько сотен случаев использования оккупантами такого типа оружия. Только в 2024 году мы зафиксировали 346 случаев применения токсичных химических веществ. Это эквивалентно 6 нарушениям РФ-конвенции в день. Применение химического оружия рассматривается врагом как средство достижения тактического превосходства и деморализации ВСУ. Цель применения – отравление военнослужащих ВСУ и выталкивание их с укрепленных позиций. Поднять белый флаг, согласиться с тем, что дела идут не очень хорошо, и согласиться на переговоры с Россией. Папа Римский удивил мир своими заявлениями и одновременно порадовал российских пропагандистов. В интервью швейцарской телерадиокомпании он посоветовал Киеву искать посредников и завершать войну. В Украине некоторые призывают к смелости признать капитуляцию, к белому флагу, но другие говорят, что это легитимизирует более сильную сторону. Что вы думаете? Это одна из интерпретаций, но я считаю, что сильнее тот, кто видит ситуацию, кто думает о народе, кто имеет смелость поднять белый флаг, чтобы вести переговоры. И сегодня переговоры можно вести с помощью международных сил. Слово «переговоры» — это смелое слово. Когда ты видишь, что терпишь поражение, что дела не идут хорошо, необходимо иметь смелость вести переговоры. Можно испытывать чувство стыда, но сколько погибших будет в итоге этой войны? А закончится она еще хуже. Необходимо вовремя начать переговоры, найти страну, которая может стать посредником. На это заявление молниеносно отреагировали в Латвии. Президент не согласен с понтификом и говорит, что белый флаг должна поднимать не Украина. Мое воскресное утро. Нельзя капитулировать перед злом, надо бороться с ним и побеждать его, чтобы зло подняло белый флаг и капитулировало. В Ватикане при этом заявили, что папу не так поняли. Он решил сказать про белый флаг, потому что такой вариант ему предложил интервьюер. И в этом случае такой термин обозначал лишь прекращение огня и начало переговоров, но не капитуляцию. Надежда папы была и остается той, которую он постоянно повторял в эти годы и повторял недавно по случаю второй годовщины конфликта, вновь выражая глубокую приверженность к измученному украинскому народу и молясь за всех, особенно невинных жертв, я умоляю найти хоть немного человечности, которая позволит создать условия для дипломатического решения в поисках справедливого и прочного мира. Альянс стран, которые готовы к потенциальной отправке войск в Украину, создает Франция. Об этом пишет «Политика» и сообщает, что к этому союзу присоединились только 3 страны Балтии. А вот глава польского МИДа заявляет, что военные некоторых стран НАТО уже в Украине. Солдаты стран НАТО уже находятся в Украине, и я хотел бы поблагодарить амбассадоров тех стран, которые пошли на этот риск. Они сами хорошо знают, кто это именно. В отличие от других политиков, не буду перечислять эти страны. Сикорский объясняет присутствие войск НАТО в Украине очень просто. Путин должен бояться НАТО, а не наоборот. А вот в украинском МИДе прозвучало другое заявление. Дмитрий Кулеба считает, что если Россия таки нападет на балтийские страны НАТО, она потерпит поражение. Однако освобожденные города будут напоминать Бахмут и Авдеевку. Прокомментировал Кулеба и заявление Макрона относительно отправки натовских войск в Украину. Этот месседж от Макрона – это то, что все знают, но боятся сказать. Он просто первый, кто начал открыто говорить о том, что, на мой взгляд, должен понимать каждый умный человек в Европе. Если Россию не остановить в Украине, будет война в Европе. Украинские эксперты считают, что есть несколько вариантов того, чем бы войска Альянса могли заняться на территории страны жертвы российской агрессии. Военные могли бы быть советниками, инструкторами, и это первый вариант. Второй – стать добровольцами и присоединиться к интернациональному легиону ВСУ. И третий вариант такой. Они могут быть размещены там на определенных территориях. Вы смотрите, у нас есть там протяженная граница с Белоруссией, и мы, к сожалению, вынуждены там держать большое количество наших войск, потому что угроза нападения, она всегда сохраняется. Или, например, есть Приднестровье, никем не признанное, тоже российский такой анклав, и мы тоже возле него вынуждены держать свои войска, поскольку Россия может пойти там на какие-то провокации. Ну, давайте представим ситуацию, что просто наши части будут там заменены на какие-то части там стран, членов НАТО, и, соответственно, они там своим присутствием будут сдерживать какие-то возможные провокации или нападения с этой стороны.
Байден и Трамп обменялись оскорблениями. Каждый это сделал, выступая перед потенциальными избирателями в Джорджии. Этот штат является одним из самых разделенных в плане политических предпочтений, пишет «Голос Америки». Действующий глава Белого дома говорит, что верит Трампу и его желанию стать диктатором. Он позвонил Путину и сказал: «Делайте с нашими союзниками все, что хотите». Я не придумываю это, я не придумываю эти цитаты. Когда он говорит, что хочет быть диктатором, я ему верю. Трамп, в свою очередь, тоже не сдерживал себя, говорил, что Байден не готов обеспечить безопасность США и также решил вспомнить Путина. И вы знаете, что Путин теперь постоянно говорит о ядерном оружии, не так ли? Знаете почему? Потому что он знает, что президент идиот, с которым он может справиться. Израильский премьер Нетаньяху вредит Израилю больше, чем ему помогает. Об этом свидетельствует его решение относительно войны с Хамас. Такое резкое заявление также сделал американский президент Байден. Он говорит, что Нетаньяху было бы неплохо сосредоточить внимание и уделять его больше невинным жертвам этой войны. В Тель-Авиве, кстати, накануне прошел очередной антиправительственный митинг. Люди требовали освобождения заложников Хамас. В субботу израильская разведка сообщала, что сейчас делается все необходимое для соглашения между Израилем и Хамас касательно прекращения огня. Немедленное прекращение войны и сделка по освобождению заложников – это наши требования. Кроме того, очевидно, что нам нужен новый кабинет министров. Но в первую очередь мы должны остановить кровопролитие. Наш призыв к жизни для заложников, жизнь для израильтян, жизнь для палестинцев в Газе и на Западном берегу. На этом пока все. Если вам нравится наша работа, вы можете поддержать ее кнопкой «Спасибо» под роликом или стать постоянным спонсором канала. А мы с командой продолжаем следить за самыми важными новостями. Оперативную информацию от Нехта ищите в телеграм-каналах или на платформе X. Спасибо за доверие и за то, что остаетесь с нами. До новых встреч и хороших вам новостей.